Здравствуйте, друзья! Неразгаданные шифры древней истории. История полна загадок и неразгаданных тайн, среди которых зашифрованные послания, притягивающие внимание. Большинство из них уже прочитаны, но есть загадочные шифры в истории человечества, которые до сих пор не удалось разгадать. Перед вами 10 из них. Манускрипт Войнича. Манускрипт Войнича – это книга, которая носит имя антиквара Вильфрида Войнича, купившего ее в 1912 году. Рукопись содержит 240 страниц, написана слева направо при помощи странного несуществующего алфавита и состоит из 6 разделов, которым были даны условные названия: ботанический, астрономический, биологический, космологический, фармацевтический, рецептный. Текст написан гусиным пером с использованием чернил на основе железистых соединений галловой кислоты. Ими же выполнены иллюстрации, изображающие несуществующие растения, загадочные диаграммы и события. Иллюстрации грубовато раскрашены цветными красками, возможно, уже после написания книги. Существует множество версий происхождения данной книги, самые популярные из которых говорят о том, что книга, возможно, написана на мертвом языке ацтеков. Есть предположение, что рукопись повествует о тайных итальянских средневековых технологиях и содержит алхимические знания. Автор манускрипта неизвестен, но радиоуглеродный анализ показал, что его страницы сделаны в промежутке между 1404 и 1438 годами. Манускрипт был назван самой таинственной рукописью в мире. Кодекс Рахонци. Кодекс Рахонци менее известный, чем манускрипт Войнича, но не менее таинственный. Это книжка карманного формата 12 на 10 сантиметров. Содержит 448 страниц, испещренных некими письменными символами, написанными, возможно, справа налево. Количество уникальных знаков, используемых в кодексе, примерно в 10 раз больше, чем в любом известном алфавите. Кое-где на страницах имеются иллюстрации, изображающие религиозные и бытовые сюжеты. Изучение бумаги Кодекса Рахонци показало, что она, вероятнее всего, была изготовлена в Венеции в начале XVI века. На каком языке написана рукопись, ученым установить не удалось, так как письмена не принадлежат ни к одной из известных систем письменности. Высказывались мнения о том, что кодекс написан на языке даков, шумеров, либо других древних народов, но они не получили поддержки в научном сообществе. Расшифровать кодекс пока никому не удалось, возможно, поэтому большинство ученых разделяет мнение короля Сабо, высказанное в 1866 году, о том, что кодекс Рахонци – подделка, дело рук трансильванского антиквара Литерати Самуила Немеша, жившего в начале XIX века. Фестский диск. Диск был найден итальянским археологом Луиджи Пернье вечером 3 июля 1908 года при раскопках древнего города Фест, расположенного недалеко от Агиа Триады на южном побережье Крита, и до сих пор является одной из самых знаменитых загадок в археологии. Диск сделан из терракоты без помощи гончарного круга. Его диаметр колеблется в пределах 158-165 мм. Толщина составляет 16-21 мм. На обеих сторонах нанесены борозды в виде спирали, разворачивающиеся из центра и содержащие 4-5 витков. Внутри полос спирали расположены рисунки и иероглифы, разделенные поперечными линиями на группы – поля. Каждое такое поле содержит от 2 до 7 знаков. Письменность диска кардинально отличается от критского письма, существовавшего на острове в тот исторический период. Уникальность артефакта заключается в том, что это, вероятно, самый ранний, довольно длинный связный текст, набранный с помощью заранее изготовленного набора печатей, каждая из которых могла использоваться многократно. Считается, что он сделан предположительно во 2-м тысячелетии до нашей эры. Вот уже более 100 лет исследователи многих стран пытаются разгадать тайну критских пиктограмм, но их усилия пока не увенчались успехом. Чем дольше изучается диск, тем больше возникает вокруг него различных домыслов. Существует гипотеза, что эта пиктограмма является единственным вещественным доказательством существования Атлантиды. Кохау-ронга-ронга. Кохау-ронга-ронга – деревянные дощечки с загадочными письменами, изготовленные из дерева тарамира. Они были найдены в пещерах острова, а позже обнаружены во многих домах его обитателей. Язык, на котором они написаны, местные жители называют ронга-ронга.
Всего в настоящее время, по подсчетам Федоровой, известно 11 полных текстов Кахау Ронга-Ронга и 7 крайне испорченных. Эти надписи содержат 14 083 знака в 314 строках. Более десятка ученых пытались расшифровать Ронга-Ронга, среди них венгр Хевеши, американец Фишер, немец Бартель, француз Метро, россияне Бутинов, Киорзов, отец и сын Поздняковы, Федорова и другие. Они искали сходство Ронга-Ронга с уже разгаданными языками шумеров, египтян, древних китайцев, письменностью долины Инда и даже с семитскими языками. Однако каждый из них придерживается собственной версии расшифровки загадочных письмен. И в научном мире так и не сложилось единой точки зрения. Фактически Ронга-Ронга и поныне остается до конца неразгаданным языком. Надпись Шагбора. Пастуший монумент середины 18 века, находящийся в Шагбора, графство Стаффордшир, Англия, был возведен на территории старого поместья, некогда принадлежавшего графу Личфилду, и является скульптурной интерпретацией второго варианта картины Пуссена «Аркадские пастухи» в зеркальном отражении и с классической надписью «Et in Arcadia ego». Под барельефом высечены буквы О, У, О, С, В, А, В, В в обрамлении букв Д и М, расположенных строкой ниже. ДМ может означать Dies Manibus – рука Бога, центральная же аббревиатура остается непонятной. Согласно одной из версий, данная надпись – это аббревиатура латинского высказывания Optimae uxorus optimae sororus vidus amademus vovit virtubudibus, которое означает «лучший из жен, лучший из сестер, преданный вдовец посвящает это вашим добродетелям». Бывший лингвист ЦРУ Кит Месси связал эти буквы со строфой 14.6 Евангелия от Иоанна. Другие исследователи считают, что шифр связан с масонством и может быть подсказкой, оставленной рыцарями-тамплиерами относительно местонахождения Святого Грааля. Криптограммы Бейла. Криптограммы Бейла – это 3 зашифрованных сообщения, предположительно несущих в себе информацию о местонахождении клада из золота, серебра и драгоценных камней, зарытого якобы на территории Виргинии, неподалеку от Линчберга, золотоискателями под предводительством Томаса Джефферсона Бейла. Цена клада, не найденного до ныне в пересчете на современные деньги, должна составлять около 30 миллионов долларов. Загадка криптограмм не раскрыта до сих пор, в частности, спорным остается вопрос о реальном существовании клада. Криптограмма номер 1 – местонахождение тайника. Криптограмма номер 2 – содержимое тайника. Криптограмма номер 3 – имена и адреса наследников. Предполагается, что Бейл зашифровал свои сообщения с помощью полиалфавитной системы. То есть одной и той же букве соответствовали несколько цифр. Криптограмма номер 1 описывала точное местонахождение тайника, в то время как криптограмма номер 2 представляла собой перечисление его содержимого. Список имен и адресов потенциальных наследников составлял содержимое криптограммы номер 3. Из 3 шифрограмм лишь вторая была декодирована, и ключом оказалась Декларация независимости США. Шифр на золотых слитках. В 1933 году шанхайский генерал Ван получил посылку – 7 необычных слитков золота, внешне напоминающих денежные купюры. Но только все надписи на слитках были закодированы. Шифр, по мнению ряда криптологов, включает китайские иероглифы и криптограммы на латыни. Есть версия, что это описание сделки более чем на 30 миллионов долларов. Ни отправитель, ни причина столь внушительного послания, ни его содержание по сей день неизвестны. Скрижали Джорджии. Скрижали Джорджии – крупный гранитный монумент 1980 года в округе Элберт в штате Джорджия, США. Он содержит длинную надпись на 8 современных языках, а на вершине имеется более краткая надпись на 4 древних языках – аккадском, классическом греческом, санскрите и древнеегипетском. Высота монумента почти 6,1 метр. Состоит он из 6 гранитных плит общей массой около 100 тонн. Одна плита расположена в центре, 4 вокруг нее. Последняя плита расположена поверх этих 5 плит. На камнях высечены 10 кратких заповедей, провозглашающих важность контроля над численностью земного населения и других правил поведения человека на Земле. Например, первая заповедь гласит: поддерживайте число человечества ниже 500 миллионов в извечном балансе с живой природой.
Некоторые сторонники теории заговора полагают, что сооружение было создано представителями мировой теневой иерархии, пытающиеся контролировать народы и правительства мира. Послание же призывает к новому мировому порядку. Прошло уже более четверти века с момента открытия данного монумента, а имена спонсоров так и остались неизвестными. Криптес. Криптес – скульптура с зашифрованным текстом, созданная художником Джимом Санборном и расположенная перед штаб-квартирой Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния, США. Начиная с момента открытия скульптуры 3 ноября 1990 года вокруг нее постоянно ходят дискуссии о разгадке зашифрованного сообщения. Несмотря на то, что с момента установки прошло более 25 лет, текст послания все еще далек от расшифровки. Мировое сообщество криптоаналитиков наравне с работниками ЦРУ и ФБР за все это время смогли расшифровать только первые 3 секции. До сих пор нерасшифрованными остаются 97 символов последней части, известной как К4. По поводу разгадки шифра Санборн говорит, что он принял все необходимые меры к тому, что даже после его смерти не будет существовать ни одного человека, знающего полное решение загадки. Записки Рики Маккормика. Записки с непонятным текстом были найдены в карманах 41-летнего Рики Маккормика, обнаруженного летом 1997 года на кукурузном поле в графстве Сент-Чарльз, штат Миссури. Тело было найдено в нескольких милях от дома, где безработный инвалид жил со своей матерью. Ни следов преступления, ни каких-либо указаний на причину смерти не было обнаружено. Дело отправили в архив вместе с таинственными посланиями. 12 лет спустя власти изменили свое решение, полагая, что это было убийство, и, возможно, найденные записки смогут навести на след убийцы или убийц. В ходе расследования удалось установить, что Маккормик с раннего детства пользовался подобным способом излагать собственные мысли, но никто из родственников не знает ключ к его шифру. Попытки дешифровать сумбурные комбинации цифр и букв не увенчались успехом, несмотря на то, что власти выложили шифровки в интернет с призывом о помощи. В настоящее время вся общественность пытается помочь ФБР расшифровать их. Автор статьи Елена Крумбо. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.